Нашему племенному быку по кличке Гром уже пошел 6-й год, и за все это время он ни разу не проявил и капли необоснованной агрессии, оставаясь спокойным и даже немного меланхоличным гигантом весом почти в тонну. Обычно к вечеру он сам заходил в загон, стоило мне только открыть калитку и свистнуть. Но в тот злополучный вторник привычный распорядок дня был нарушен самым странным образом. Когда я подошел к нему, чтобы загнать в стойло, Гром вдруг издал утробный рык и резко перегородил мне путь к дверям сарая, выставив вперед свои тяжелые рога и буквально прижав меня к забору. Я сначала подумал, что животное чем-то приболело или у него случился внезапный гормональный сбой, поэтому попытался отогнать его привычными командами и длинным прутом. Однако бык стоял как вкопанный, роя копытом землю и угрожающе опуская голову каждый раз, когда я пытался проскользнуть мимо него к входу. Прошло больше 3 часов. Сумерки окончательно сменились густой ночной мглой, а я все еще безуспешно топтался в дворе, не понимая причин такого странного поведения моего лучшего производителя. Гром вел себя крайне методично. Он не пытался меня растоптать, а именно преграждал путь, совершая короткие пугающие выпады только тогда, когда я приближался к темному проему дверей сарая. В конце концов, моя жена Марина, наблюдавшая за этой сценой из окна, вышла на крыльцо с заряженной двустволкой, будучи твердо уверенной, что у быка начался приступ бешенства, и он стал смертельно опасен для окружающих. Она приказала мне немедленно отойти в сторону, чтобы иметь возможность выстрелить, если Гром решит перейти в настоящую атаку и броситься на меня. В этот критический момент она включила мощный тактический фонарь, и когда яркий сфокусированный луч света разрезал темноту, пройдясь по широкому загривку животного, мы оба онемели от открывшейся картины. На спине у Грома, глубоко вцепившись когтями в его толстую кожу прямо за ушами, сидела крупная истощенная рысь, которая выглядела в этом свете совершенно жутко. Хищница припала к мощному телу быка. Ее глаза светились холодным фосфорическим огнем, а пасть была растянута в беззвучном оскале, полном ярости. Стало предельно ясно, что она затаилась в засаде на верхней перекладине, прямо над дверным проемом сарая, выжидая моего появления, чтобы прыгнуть сверху мне на затылок. Гром, обладая звериным чутьем, первым обнаружил врага и принял удар на себя. После чего все эти 3 часа он героически удерживал хищника на себе, не давая мне войти внутрь и буквально спасая мою жизнь ценой собственной шкуры. Марина быстро сориентировалась и произвела выстрел в воздух, от которого рысь, напуганная грохотом и вспышкой, мгновенно сорвалась с загривка быка и одним мощным прыжком скрылась в темноте ближайшего леса. Гром тут же успокоился, его мышцы расслабились, и он, тяжело выдыхая пар из ноздрей, подошел ко мне и уткнулся мокрой мордой в ладонь, словно извиняясь за свою недавнюю грубость. Мы обнаружили на его шее глубокие рваные раны от когтей, которые тут же обработали антисептиком, понимая, что если бы не интуиция и физическая сила этого быка, эта ночь закончилась бы для меня трагедией. После этого случая я стал смотреть на своих животных совсем другими глазами, осознав, что за их внешним спокойствием скрывается преданность, которую не всегда встретишь даже среди людей. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где наши авторские истории выходят каждый день.